Совсем скоро Хвича Кварацхелия сразится с Лео Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Но сегодня я хотел бы вспомнить одно старое интервью Хвича Кварацхелия. Это 2019 год, его интервью в Казани. Давайте посмотрим с автором того интервью общение, как это было. Очень много интересных деталей. Погнали! Расскажи, где это было, как это было вообще, и говорил ли он там что-то, вот как в интервью Нобелю про Лигу чемпионов? Насколько я помню, я вообще первый журналист, кто с ним пообщался в России в полном жанре, там не 3, не 5-минутное интервью. Это было практически сразу после перехода в Рубин. Кстати, тут небольшая ремарка. Мне надо было по своим делам заехать на базу Рубина тем летом. И он уже тогда, по слухам, по инсайдам, находился в расположении клуба. И я поднимаюсь на базу, и мне сотрудник клуба говорит: сейчас не удивляйся, то, что ты сейчас увидишь, не должно выходить никуда за пределы твоих глаз, твоей головы. Я поднимаюсь и вижу, идет Хвича в тапочках. Я ему говорю: привет, он: привет, и проходит дальше. Тут я понимаю, что до официального представления игрок, который в непонятном статусе после Локомотива, насколько ты помнишь, там была сильная заварушка, где он окажется, он уже на базе Рубина. Вот, тут... Это лето 20-го было, да? Да, я год не помню, но, скорее всего, лето после его первого сезона в Локомотиве, когда он кубок выиграл, и вот как раз тогда Рубин выиграл за него потом борьбу. Проходит какое-то время, и мы договариваемся на интервью с Хвичи. Тут тоже забавная ситуация. Мы вроде как договорились, но финального ответа от Рубина я не услышал. И тут просто мне звонок от Вани Боделевского, на тот момент пресс-атташе Рубина. Он говорит: ты где? Я говорю: в центре. Говорит: так у тебя интервью через 20 минут. А это первый раз в моей жизни, когда я даже не готов был к интервью. Это, просто для меня шок, потому что я еще относительно молодой журналист на тот момент. Я сразу заказываю такси, еду, а база Рубина немножко немножко почему загородная. так было? То есть это твой договаривался, косяк? можно сказать, да, мой косяк. Договаривался не я, а редактор из Бизнес-Ландии раньше работал. Но я должен был уточнить. А подожди, это ты брал то интервью, где было куча всяких там хачапури? Турниры, в общем. Это из футбол бил, знаешь, как... Мне Ваня рассказывал. Это после меня уже ребята делали. Вот, но я еду, сразу всем звоню, говорю: ребят, я, похоже, обделался, поэтому помогайте мне, накидывайте вопросы. Мне вся редакция помогала, я сам еще составлял вопросы. Все, приезжаю на базу, и он сам чуть-чуть опоздал. Я сижу, и первый заходит вообще Зурiko. Я такой: мы же на Хвиче договаривались. И мне тут, я уже не помню, кто поясняет, может быть Ваня, может кто-то другой, Боделевский, что он стесняется говорить один. Он хочет пообщаться с Зурiko. Точнее, не пообщаться, чтобы Зурiko был рядом и его поддерживал. Вообще никаких проблем. Но тут появляется еще один мужчина, такой полный, чуть лысоватый мужчина. Как мне позже объяснили, это переводчик. Заза вроде бы его звали, сейчас не помню. И все, и мы втроем на диване, еще фотограф Рубина, начинаем общаться. Он очень скованно себя вел. Вот я помню, Зурiko сидел очень расхлябанно, открыто, хотя я не с ним общался. Я тоже, опыт уже был общения с футболистами, спокойно веду беседу. А Хвич вот так вот скованно, чуть зажатый там. А на вопросы отвечала на грузинском очень тихо, и мне казалось, что переводчик даже немножко додумывал, потому что он говорит секунд 15, а переводчик мне секунд 40 переводит минуту. Вот он хотел сказать так, и дальше переводит. И в какой-то момент, я понимаю, что он скован, и я его пытаюсь разговорить. Я говорю: вы, наверное, много времени с Зурiko вместе проводите. Он говорит: да. Я говорю: а что вообще кроме футбола? Он говорит: мы любим играть в плойку, в FIFA. Я говорю: кто кого постоянно обыгрывает? И тут начинается у них внутренний батл. Говорит: да я его постоянно, да какой ты? Начинают зарубаться, и я говорю: а за какие команды? Я не помню, какую команду назвал Зурiko, но Хвич сказал: я за Реал играю. Это мой любимый клуб, я с детства за него. Я говорю: наверное, у тебя там и Роналду любимый футболист. Он говорит: да, Роналду меня поражает профессионализмом, но мой любимый футболист Гути. И на тот момент это просто, мимолетом прошла фраза, а вот спустя несколько лет, когда он уже вовсю божил в Наполе, журналисты местные это подхватили и раскрутили до того, что прям к самому Гути обратились, что он мечтал о твоей футболке. Насколько я помню, Гути даже передал ему эту футболку. Но так вышло, что, похоже, с нашего интервью с ним эта история впервые возникла, что именно Гути его любимый футболист. Тогда никто это большого внимания не обратил на это большого внимания. Но
Я считаю, что я первый, кто Ну, раскрыл, что знаешь, Гути любимый я хотел футболист. спросить, про Гути это интересно, но что тебя удивило вот тогда? И я от многих слышал, что, в принципе, Хвичу воспринимали как менее талантливого, чем Зурико того же на первых Вот порах. я... Вот как ты воспринял? Да, хорошее замечание. Я сам был такого же мнения, потому что Зурико начал раньше, ярче, и я общался с Владом Зимагуловым, который сейчас пресс-атташе Рубина. Он ездил на зимние сборы, когда Давиташвили как раз смотрел Бердыев, и насколько я помню, Давиташвили прям сильнее запомнился. Ну, он еще такой взбитый, неплотный. Он показался более интересным. Потом с Шароновым я общался, у которого Давиташвили в какой-то момент играл больше, чем Хвича. Но Роман Сергеевич сказал, что типа он уже понимал, что Хвича это просто какой-то запредельный уровень. Просто на тот момент, по его соображениям, Хвича не попадал в состав, в отличие от Зурико. Потому что он рассказывал, что он берет мяч, идет одного обводит, потом сам себя начинает обыгрывать, потом на второго, и в итоге теряет мяч. Но он отмечал его отсутствие потолка, наверное, еще до Слуцкого. Хотя, наверное, Слуцкий первый это прям публично проговорил. Да. Но Шаронов как-то это, может быть, не сформулировал, но я так понял, подразумевал, что это тоже топ-футболист. Попросили нас уйти, но давай мы дозапишем все-таки. Давай. Тут уже условия у нас более такие суровые, но ты говорил, да, про то, что запомнилось из интервью. Да, может быть, он изначально играл меньше, чем Давиташвили, но по потенциалу, и Слуцкий много об этом говорил, и Шаронов, как его первый тренер в Рубине, отмечал, что супер потенциальный парень. Помимо интервью я вспомнил еще одну деталь. На тот момент в Рубине было довольно много грузин. Был Хвича, был Зурико, был Микелтадзе, и был еще Ника Кипиани. Такой вообще мало запоминающийся персонаж, но, насколько я помню, он московский грузин, поэтому он такой билингв, он и по-грузински, и по-русски говорит. И когда вот эти все ребята пришли, ни Давиташвили, ни Хвича, ни Микелтадзе толком не говорили по-русски, и Кипиани был для них как переводчик на поле. И вот они выходили, когда я приходил на открытые тренировки, вот там прям грузинская банда была, они вчетвером, у них квадрат, там, 3 и один в отборе, только они начинали в такой мелкой компашке, и только затем они переходили к остальной команде. То есть прям такое было грузинское братство. И касаемо интервью, еще любопытно, я как раз один из своих первых вопросов начал с того, что знаешь ли ты поговорку, что без Рубина нет грузина? И он такой, да, как раз мы обсуждали это, когда меня звали в Рубин, и для меня это было важно, что есть какие-то традиции. Наверняка это просто он для красного словца добавил, но было забавно то, что он это помнил, традицию не самого популярного в России клуба. И, наверное, еще такая важная деталь, которая его показывает, он и в Наполе, и перейдя ПСЖ, много обращается к Богу. В нем есть вот эта вот православная такая черта. И я у него спросил, когда он несколько месяцев всего в Казани провел, какие у тебя любимые места? Ожидая, что он назовет хинкальные, какие-то, понятно, не клубы, потому что он не клаберный был парень уже, это с первых дней было ясно, но он назвал очень небанальное место — Раивский монастырь. Это одно из главных православных мест под Казанью. И, я знаю людей, которые местные не всегда там появляются. Тут человек буквально через несколько недель уже не просто там был, а сказал, что это одно из самых главных для него мест. Поэтому, я думаю, в духовном плане Казань тоже навсегда осталась в его сердце. Интересно. А скажи еще про родителей, про брата его, что-то спрашивал ты, нет? Да, вспомнил. Кстати, вроде бы это не попало в финальную версию интервью. Мы решили это убрать, потому что на тот момент было неинтересно. Но он сказал, что у него растет братишка, и возможно, что у него тоже много чего получится. И, насколько я помню, там Давиташвили перебил, а переводчик, если он это делал, тоже переводил слова Зурико. И вроде бы он сказал, что у Хвича братишка будет даже круче, чем сам Хвича. Но они посмеялись после этих слов, но я... Сейчас, кстати, так говорят. Да, я не отрицаю, что такое реально может быть. Ему 15, насколько я знаю, да. Так что да, все возможно. Если ему 15, а Хвича выстрелил в 17-18, то вот, может, мы через пару лет увидим нового грузинского Хвича. Ты знаешь, мне вот вообще в Хвиче, кажется, есть такой феномен, что где бы он ни оказывался, у него всегда идеально получается. Ты давно следишь за Грузией, наверняка помнишь его дебют за основу Грузии, где он там сходу стал тащить. Когда он пришел в Локомотив, там сразу после первых сборов он себя прекрасно показал. Перейдя в Рубин, у него случилась такая пробуксовка, но после нее он стал лидером в 19-20 лет.
невероятно. Придя в Наполе, он сразу себя показал, и вот мы подходим к ПСЖ. Я почему-то был уверен, что он сходу начнет себя показывать, и с первых же туров, с первых же матчей при Энрике он просто, как мне показалось, идеально встал в систему ПСЖ, стал дополнять команду, особенно вот в их и так супер атакующем трио. Они себя очень классно дополняют, и Баркаля, Дембеле и Хвича. Тебе остался его номер телефона? Мне его не давали, мне уже сразу тогда сказали, что... Кстати, вот есть футболисты, которые спокойно дают свои номера телефонов, а про Хвича мне сразу сказали, он только общается через клуб. Так что с 18 лет он стал строить себя с очень профессиональной точки зрения. Круто, спасибо. Друзья, вот такой материал. Пообщались мы с Данилом во время финала Лиги Европы. Это было в Бильбао, поэтому видите такие декорации все финала Лиги Европы. Я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. И пишите, если стоит делать еще такие материалы. Ссылку на полное интервью я дам в описании, в закрепленном комментарии. Если вам интересно перечитать, вспомнить то время, когда Хвича еще был такой звездой, подающей надежды в России и в Грузии, но никак не в Европе. И мы сейчас видим, до какого уровня он дорос. Очень приятно было пообщаться с Данилом. Ему тоже огромное спасибо за открытость, за этот рассказ. Мне кажется, вот чем больше таких историй мы слышим, тем больше убеждаемся, какой нестандартный и необычный футболист Хвича Кварацхелия. Ну а вас я призываю поставить лайк, подписаться на канал. Впереди еще много интересного. Завтра обязательно будет стрим про матч Хвичи и Интера Майами с участием Лео Месси. А уже сегодня будет еще один стрим, в котором мы вообще обсудим, нужен ли клубный чемпионат мира, зачем, в чем его суть. Друзья, присоединяйтесь, высказывайте свое мнение, будет очень интересно. И до новых встреч. Нахвамдис.